Что еще? Ну, что вообще, речь вообще о чем пойдет? Речь о том, как и когда и почему вы сюда пришли, что вы здесь увидели, что вы здесь должны были увидеть и какие сделали из этого выводы. Ну, вы какие-то вам будете вопросы задавать? Ну, конечно, вот в этой вот тематике, о которой я говорил. Плюс звонок домой при желании. Нет, домой звонить не буду точно. Говорить будете с нами? Да, разговариваю. То есть, ну, это же типа добровольная история, как бы вы можете и отказаться, сказать, да я вообще не хочу разговаривать. Ну, если никаких провокационных вопросов не будет, как бы. У тебя красненький. Так тот надо поставить, Назаря, тот вообще севший. Что ты сделаешь? Хрен с всем светом. Из провокационных вопросов я понял, что про Путина не спрашивают. Ну, как? То есть Давайте попробуем. То, что может вас... Дим, давай включай свет. Быстренько пробежим. Ну так если мы... Звонить же не будем никуда, поэтому и номер не Ладно. нужен, соответственно. Запись Да. пошла. Ты данные тоже уже записал, правильно? У меня есть фамилия, Есть отчество. фамилия, имя, отчество. Дату Ну, рождения. давайте еще представьтесь, фамилия, имя, отчество. Чевадов Анатолий Алексеевич, 7.02.1989. И откуда вы? Ставропольский край. Ставропольский край. И какая воинская часть, должность, звание? Рядовой механик-водитель. Ну, Часть 71-71-8. Понял. Давайте я вам вообще упрощу. Смотрите, если вопрос, который я задаю, кажется вам провокационным, то вы говорите, слушайте, я на это отвечать не буду. Ну, давай. То есть, поскольку беседа-то у нас добровольная, да, то почему, я же не обязываюсь, в конце концов, отвечать на те вопросы, которые вы не хотите. Да, конечно. Нас история интересует. Вот расскажите свою историю, как вы сюда попали? Как? В составе подразделения. Ну, я понял, в составе подразделения. А каким образом? Вам что-то сказали, вы идете в Украину. Почему вы идете в Украину? Ну, насколько мне было известно, мы были на учениях, и референдум проходил в ЛНР, ДНР. Уже референдум проходил. Тогда уже референдум прошел. И как бы, Прошел. ну там, кто у них там, президент или кто там в ЛНР, ДНР, он попросил у Путина Владимира Владимировича помощь, чтобы он оказал. Да. Мы заходили с той целью, чтобы оказать помощь ЛНР, ДНР. Да. Куда вы зашли? Мы заходили через с Крыма. С Крыма зашли. И куда приехали? Ну, мы все время катались как бы по полям. Да я понял, уже на территории Украины. Куда вы конкретно приехали? Где в плен меня взяли? Хорошо, давайте еще упростим. Где в плен вас взяли? Село Раздольное, то это здесь узнал. Село Раздольное, Да. а область? Донецкая. Донецкая область, да? Там на допрос меня водили, там на школе было написано Донецк. Да, я понял. То есть вы уверены в том, что вы должны защищать ДНР, ЛНР, потому что ДНР, ЛНР... По моему мнению, мы вообще ехали как бы для массовки просто. Постоять и уехать. Это уже третий вопрос. Мне по идее интересует, что вы и как вы об этом думаете. То есть вы считаете, что кто-то там, какие-то представители этих республик, не признанных никем, кроме России, попросили Россию прийти помочь, и Россия должна прийти помочь. Ну, я как бы солдат и выполнял приказ. Все, я понял. Вы считаете это все правильно, хорошо? Ну, я считаю, что это неправильно. 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 Уже это неправильно. Ну, я здесь это уже. Ну а как же так? Ну, вот когда попал в плен, уже понял, что как бы тут нет, как говорили, нацисты, там все дела. Ну-ну. Людей не едите. Не едим. Он Бандера, смотрите какой. Сидит. Че меня записал в Бандеру? Ну, Я потому что просто- надо ж я на просто- ком-то показывать, что это Бандера. Да на автоматчике. Просто я просто пытаюсь понять для вас разницу в вашем понимании. Бандеровец, не бандеровец, как их отличать? Да я не знаю, я их не видел. Вот, например, сидит бандеровец, что дальше? Проблема какая? Никаких проблем вообще. Не боитесь меня? Ну, ничего уже бояться. Да, согласен. Тут уже кроме российской ракеты, которая, кстати, сюда еще может прилететь, вам бояться как бы нечего. Да я месяц жил у разведчиков, когда в плен попал. И также были под обстрелами. Сами себя обстреливали разведчики. Нет. Россия обстреливала. Ну, видимо, да. Ну, просто в России пишут, что мы сами себя обстреливали. Вот Россия сюда зашла, и мы такие, типа, ребят, давайте сами себя будем обстреливать теперь, раз Россия зашла. Да, давай. Ну, и там в это верят.
Я как-то сюда, мы когда заехали, у нас ни связи, ничего вообще не было. Так что источника информации у нас как бы такового не было. Кто там в кого что стреляет. А рядовому составу, естественно, никто ничего не доводил. А процесс механик- попадания в плен? Подожди, давай по-другому. Все-таки, какого числа вы зашли? Иди поговори, все равно звонить не будем, я уже утомился. 24 числа. Я покурю. 24 лютого. Лютого? Уже украинский язык. Слушай, ну это реально зашкварище. Сейчас скажу, что это все в ВСУ. Я по-украински немножко. Вы с вооруженных сил Украины? Откуда вы Нет. по-украински умеете разговаривать? Откуда вы знаете месяца? Здесь выучил. А, на допросах вам говорили лютый, да? Вопросы, да, конечно. В Днепре висел календарик, там на украинском были месяца. Да, давайте вернемся к истории. 24 числа вы в составе какой-то колонны, Да. большая колонна была? Ну, в составе роты как минимум. Больше я не видел. Это типа сколько машин? 9 9 машин. Вы пересекли со стороны Крыма. с Крыма. И в какое направление вы поехали? В Мелитополе были. Под Мелитополе. Это я видел вот единственный населенный пункт. А потом все время мы двигались полями. Но в Донецке тоже были. К Донецку подъезжали. Мгм. И долго вы вот так вот катались? Месяц. Месяц катались. Что вы кушали? Сухпаи. Было в достаточном количестве. Да. Мирное население видели? Видели. Общались с ним? Общались. Подкармливали. Лично я свои сухпаи отдавал. Мирному населению. А что они вам рассказывали? Да ничего не рассказать. Перепуганные из подвалов вылазили. Ну, так, жили себе люди, жили, а потом решили в подвалах посидеть. Ну, скажем так, открыто. Некоторые говорили, вот мы вас ждали. Где же вы были так долгое время? Некоторые относились плохо, говорили. Бабушка одна говорит, тут это пандемия, тут еще вы со своими. Да, еще ж коронавирус был. Коронавирус. Тут, говорит, коронавирус, тут еще вы приехали. Вы привиты? Да. А, блин, а я нет. Справку взяли с собой? Нет. Нет? QR-код же у меня есть. А, Спутник В? Гамковид. Как? Гамковид. ковид. Почему не спутник В? Не знаю, что кололи, то и кололи. Откуда знаю. Ну даже отечественная ваша. И гамковид отечественная. А, и гамковид отечественная, Да. я понял. Ага. Ну, у меня нет прививки, поэтому могу заразить вас. Я переболел. Да, катались вы месяц. в Кстати, тема коронавируса и прививок для Ютуба и для западных зрителей это еще хуже, чем слово на букву Н. Ну, просто так, чтобы ты себе понимал. Коронавирус есть. Я вообще считаю, что мы этот эпизод просто не будем тупо брать. То есть давай, все, вот ты сел, начинай говорить. Катались вы месяц, ездили в Донецк, видели уже разрушения там, да? Мы в самом Донецке не были, не доехали. Где-то километра за 3, наверное, с Донецка свернули вправо, в лесополосе жили тоже. И дальше что вы делали? Потом после того команда уезжать, мы уехали и пожили в селе тоже дня 3, наверное, в Карла Липнихта, как она называлась, там бывшая колония немецкая. Ого. Бывшая немецкая колония? С местными жителями разговаривали, были колонии, еще при немцах, когда оккупация При немецкая вас, была. да. Вот эта колония Карла Липнихта, это была буква И. С высоты птичьего полета были колонии, слово Гитлер было написано. Ну, села так были написаны с высоты птичьего полета. Это была буква И, одна улица. Угу. Вот мы жили там 3 дня, потом поехали в наступление и попал я в плен. А как происходило? Да. В колонии ехали, потом разделились, кто куда. Пыль была огромная. Я ехал с 2 машинами. В мою машину попал с танка снаряд. Это какая дата была? Это было 1 апреля. 1 апреля. 2 дня сидели в подвале, потом силы ЗСУ нас взяли в плен. Вы убежали со своей машины, да? Ну да, И прятались она в просто этом взорвалась. 2 дня в подвале, да. А сколько осталось людей с вашей колонны? Не могу сказать. Я вообще думал до попадания сюда, что как бы я, наверное, единственный из батальона остался. Ну тут еще вот есть люди, 2 человека с другой роты. Побили правда. вас сильно? Разбили? Трупы видели своих? Нет. Одного только закопал и все. Вы сами закопали? За что он умер? За что он умер, этот человек? Погиб за что? За ДНР. Задали.
А как его фамилия, имя, отчество? Потому что, возможно, его кто-то ищет там. Сема его звали все. Все. Я недавно, я А он служу... ДНРС? Нет. А, Я год всего служу, как бы 1,5 ага. в армии, так что... Кстати, вы уверены, что Пушилин представляет мнение всех, реально представляет мнение всех жителей Донецкой Кто такой области? Пушилин? Это тот, кто Попросил Путина. вас. Не знаю. Ну, он просто, о нем просто все, что известно об этом человеке, что он когда-то в Загуглить ОММ, можно? да, пожалуйста. Он когда-то в ОММ был, короче, лохотронщик. МММ, я знаю, Мавродий. Да, ну лохотронщик, Пушилин лохотронщик. И типа вот, как бы вот Пушилин лохотронщик попросил Путина защищать. А из Донецкой области, и вообще из Донецкой и Луганской областей за время вторжения России, это еще в 2014 году произошло, если вы не в курсе, выехало 2,5 миллиона человек. Половина населения этих областей оттуда выехала. В том числе и в Украину многие уезжали, пришлось. Ну кто-то же остался все равно. Конечно. И вы И этих кто-то же кого-то- воюет. Да, а вы с ними общались, с этими, кто воюет? Нет. Не общались, а мы общались. Учителя какие-то, деятели Но они культуры. добровольно воюют? Или как? Нет. Вам показать, как они добровольно воюют? Я вам сейчас 10 видео поставлю, будем сидеть слушать. Людям приходят, забирают, вплоть до того, что на улицах хватают, просто за сигаретами вышел человек, на тебе автомат, иди воюй. Но Ну, не может- добровольно, это факт. Может же Вы автомат- можете со мной не... Может, нет, я не знаю, правда, спорить не буду. Да. Может, он просто не может просто автомат бросить. Он же все равно как-то идет. Конечно, потому что он понимает, что если он не пойдет, его кинут там в тюрьму. Хотя многие из них, кто с нами общается, говорит, лучше бы меня кинули в тюрьму там, чем я бы сюда пошел. Это я не то, что вас пытаюсь переубедить, это я для зрителей говорю, которые могут все это пересмотреть. А многие выбирают сидеть в украинской тюрьме, вместо того, чтобы вернуться в ДНР. То есть они сейчас говорят, пожалуйста, не надо нас менять. Мы как-то здесь распетляем по украинскому законодательству, только не меняйте и не отдавайте нас обратно туда. Не знаю. Прятались вы один, Потом. да? Нет, нас трое было. Трое с батальона. Да. Нет, не с батальона. Ну, с роты это. Да. Э, Двоих потом, не знаю, куда они делись. И как, Меня забрали. Как процесс сдачи в плен? Обстреляли подвал. Мы крикнули, что мы сдаемся. Не вы стреляйте, не убивайте. Вывезли. Нас мордой в пол положили. И Нацисты, короче. потом одели мешки на голову и дальше. Почему вы не хотите звонить домой? Вы есть вообще в списках военнопленных? Да. Откуда вы это знаете? Я в списках военнопленного еще был в апреле месяце. Потому что переговорщик там в батальоне ЗСУ, который там находился в том селе, там был хороший такой человек. Я общался с родными, со всеми. Вы уже звонили? Ничего не понимаю. Что-то у вас Конечно. все украинцы, с кем не пообщаетесь, все хорошие люди. А нацисты Он где? психолог, я так понял, в батальоне и занимался обменами. Он Мгм. говорит, я с 14 года в войсках. Ну, видите, с 14 года. 8 лет человек. Он- Это же 8 лет, это же он, наверное, Донбасс бомбил один из тех. Ну, про что вам рассказывали. Там говорили, Саныч с СБУ нормальный мужик. Да. А показать вам видео реально зафиксированное, кто бомбил Донбасс? Да не надо. Не, ну просто там есть такой Моторола пассажир. Вы ему там где-то, вы, не вы, там, не знаю кто там, Пушилин это вообще. Сделали музей ему. Там папаха Моторолы, трусы Моторолы, короче, все. А у нас есть видео более чем достаточно, где он ходит по городу, по своим же шмаляет. В поле сидит, по своим же шмаляет. Есть российские войска, которые стоят под Донбассом и шмаляют в две стороны. Я в 2014 году даже срочку еще не служил, поэтому ничего не могу вам сказать. по этому Сколько вам поводу. лет полных? Мне 33. 33. Да. Я в армию поздно пошел. Я в 15 году только в армию пошел служить. А. В 2014 Ну, году ладно. даже еще срочку не служил. Как бы. Не, это я про то, что вам там рассказывают про 8 лет, а у нас другие чуть-чуть данные про 8 лет. У меня такие Причем подтвержденные. данные, что за 8 лет научились воевать, окопались. Ну, Так Так это научились, оружия просто недостаточно. Было бы еще достаточно оружия, совсем было бы все хорошо. так звони, чего вы не хотите? Телевизор показывает, что нормально, там поставляет Америка, все. Да поставляют они, могли бы поставлять намного бодрее, и уже давно бы
можно было бы это все отбить. Ну, ленд-лиз, там все Так дела. ленд-лиз заработает когда там, с октября? Да. С октября заработает. Ну вот мы телевизор нам приносят в камеру, мы же Не, смотрим. его подписали. Но Там, есть там не вот- только Америка, разные Да, страны помогают. да. Сбруей, там Помогают. все дела. Сбой. Вопрос такой. Точно актер. Все, молчи. Я как старший нацист. Давай. Почему вы домой не хотите позвонить? Жена грудью кормит, лишний раз расстраивается, чтобы, не дай бог, молоко не пропало, и с сердцем проблемы. Понятно. Все, вопросов Всё нет. Как бы. Как бы. А насчет того, что договорили, вот этот человек, он ну, реально занимался переговорами по обмену нас. Я был, там еще один человек был, не знаю, Шандаринский, Ага. Дима. Вот мы с ним вдвоем целый месяц жили. Потом нас повезли вместе с этими разведчиками, мы поехали на Донбасс. Мгм. И там, ну, одну ночь мы с ними переночевали, и потом нас забрали, я не знаю, отвезли в Днепр. А что вы ездили? Вас пытались обменять? Да. А что не обменяли? Ну, этого я не знаю. Ну, то есть вас реально наши привезли на обмен, но вас не обменяли. Ну, нас, по-моему, еще 4 числа должны были поменять, апреля. А может не поменяли, потому что с той стороны никого не привезли? Точно не могу вам сказать. Ну, как бы, вот там просто эти разведчики, я просто предполагаю, что это не разведчики. Они особо много не разговаривали. Кормили, поили, все как положено. Окопы мы тоже рыли, там, помогали. Ничего себе. Нормально. Ну, кстати, это по конвенции военнопленные имеют право работать. Точнее, обязаны работать. Вот. Это не нарушение. Кто Не не знаю. Не, я не то, читал, это есть. не то, что нарушение, как бы, вообще просто. Ну, Купаться, Не, я давай. факт хочу зафиксировать. Что вас наши в список внесли, обменять пытались, возили, но не обменяли. То есть факт зафиксировать в каком смысле, что наши-то вас пытались отдать, а с той стороны вас не забрали. А тут Получается. уже вопрос, почему не забрали. Потому что или никого не хотели дать вместо вас, или... Может быть, просто, я так понимаю, может быть, по этой причине. Может быть, просто с местом не могли определиться. Там же все-таки передовая. Ну да. Ну, мы... Просто так не везут, понимаете? Да, Если то есть, уже когда- везут, то уже, значит, уже какой-то предварительно договоренность. Нет, мы с ними просто ездили, а потом меня привезли в Днепр. С Днепра привезли в Николаев, с Николаева привезли сюда. То есть у меня экскурсия тут. Да, у всех. Украину посмотреть. Ну что, не видно ничего. Не видно ничего? Ничего не видно. А с автозака или на чем вас навозили? Я думаю, на машинах, на легковых. Когда? Ну вот когда вас с СИЗО в СИЗО транспортируют, на В чем? автозаке, да. В автозаке? Да. Ну окна там нету, да? Ну, Чтобы конечно, нет. А, блин. Мало того, что телевизора им надо в камеру, таким еще и в автозаке окна. Кондер хоть был? В автозаке? Да. Откуда? Блин. Смотрите, у нас есть согласованная история с администрацией. Вы можете написать заявление, и вам выдают вашу форму армии РФ и вывозят здесь в город, и вы Выпускают. свободны. Да. Зачем? Вы домой? Пошли домой. Не-не-не, я посижу, подожду от меня. Почему? Ну, я не знаю, как народ расположен здесь. А как Так а вы освободители. Как как народ народ должен должен? быть расположен? Если вы освободители, вы сейчас выходите, сразу же девочки в веночках с хлебушком прибегают, песни танцуют, и Ну, вас это самое, на поезд и с маршем славянки отправляют в Москву. Не, мы просто вынуждены задавать этот вопрос всем на всех интервью. Я понял. Вы Нет. отказываетесь. Отказываюсь. Странно, почему-то никто не хочет. Странно, почему-то освободители посчитают, что их люди разорвут. Так кого что-то они освобождают, от кого хрен поймешь в очередной раз. А вы скажите, вот с такой мотивацией, как у вас, иду за ДНР, кто там главарь, я не знаю, что такое ДНР, я не знаю. Вроде сказал, вроде не сказал. И... Да. Хорошая мотивация. Ну, мужики, я же говорю, я военнослужащий. Мне поступил приказ, Ну, я Еще раз, выполняю вы его. поехали? Нет. А что вы как? сделали? Я уже хочу добиться. Ну, поступил приказ, вы сюда поехали. Давайте отмотаем назад. Вы там в том месте находитесь, знаете все наперед. Вам Если поступает знал приказ. все наперед, я не знаю. Так приказ же вы говорите. Ну, как Вы же военнослужащий. как-нибудь будет, не знаю, отвертелся там. Ну как? 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 Не Ну, там, складывается. здоровье там как-нибудь, не знаю. Петляли бы, типа? Ну, как бы да. Ну, мы знаем, как делают некоторые из ваших. Нам, естественно, рассказывают. Мы хотим услышать вашу версию. Это в копилку, как отмазаться и не пойти воевать. Для вот тех, кто там смотрит. Не знаю.
Дурачком, я не знаю, прикинуться, еще что-нибудь. Дурачком прикинуться после там 5 лет Не службы. получится прикинуться дурачком в России просто потому, что... Ладно, не Ну хочу почему? говорить, У нас, я знаю человека, у которого реально поехала крыша. Вот реально, Ну, в боевых действиях поехал. да. А расскажите, как это было? Ну, у него проблемы, по-моему, эпилепсия была, на фоне эпилепсии у него просто кукуха съехала. И что он делал? Его в госпиталь отправили, и все. Больше я его... Чего российская армия эпилептиков отправляет? Разве должны такие люди служить, тем более воевать? Не знаю. Как это проверяется все. Вообще это диагностируется как-то, я просто не Да я знаю. думаю, Эпилепсия? Конечно, да. Ну я когда устраивался на службу, мне как бы энцефалограмму головы делали. У нас диагностируется, потому что у нас биолаборатории есть. А у вас, может, и не диагностируется, я не знаю. Может, просто слово техники не дошло. Ладно, если это вы не считаете провокацией, передайте что-то другим россиянам, которые собрались отправиться в Украину повоевать. Что бы вы могли передать? Ну, я думаю, что не стоит этого делать, идти воевать просто. Ну, я вообще думаю, что нужно как-то вообще, лично мое мнение, какую-то реформу, может, в армии провести, еще что-то. Ну, В какой? Как-то У по-другому, вас? в нашей, да. А что сейчас плохо и какая реформа, что должно произойти? Не знаю, что-то как-то пересмотреть. Так, это не война просто, это непонятно, что происходит. Спецоперация, ваш вождь. Это не война, не употребляйте это слово. Вам нельзя его Без говорить. провокации вы уже тут себе на срок наговорили. Нельзя называть войну войной в России, вы что? Поэтому говорите спецоперация. Да. Это Спецоперация. Спецоперация. Да. А так что, неправильно воюют у вас или как? Что? Ну, не знаю, ну как что-то пошло не так. Да. Да. Значит, вы, наверное, пошло не так то, что вас разбивают там сотнями тысячами. Ну, конечно. То есть не так, наверное, воюете. Ну, видимо, да. потому что- Освободители должны идти только с победой. Реформа Шойгу. Так Да? Шойгу что может? Ну это же министр обороны. Так он оленей водил. Оленевод Шойгу. Делайте реформу, забирайте всех отсюда. Так говори правильно, обращайся к человеку. Фельдмаршал оленевод Шойгу. Фельдмаршал Оленевод Шойгу. Забирайте всех своих солдат, стройте на Красной площади и реформируйте их там круглосуточно. И пусть на оленях катаются Целодобово. вокруг Кремля. Как-то вот, ну я к вашему главнокомандующему. Да, я Главнокомандующий Путин, дедушка. Нет. Путин верховный главнокомандующий, а Шойгу это просто главнокомандующий. Ну, наверное, так. Я в сортах не сильно, поэтому. Ну да. Ну, короче, такая у нас беседа. Типа, Ну вот нормально, все окей. Снято. надо рядить вот этот микрофон, короче. Да, зарядить. Можно снимать, да? Да. Ну, я думаю, оно не надо, наверное. Он в камере вам не сильно пригодится. Все, да? Берите. Ну сейчас придут. Не, вы пока сидите, пока... Можно я сигарет 5 возьму? Сигарет 5? У нас там много. Мы там были только что. Вы гулять ходили? Нет. А, значит, не там были. Раз. 3. 4, 5. Тогда слово полениться скажи. Поленица. Учили, не получается. Учили? Укрзалезница. Укрзалезница. Укрзалезница, поленица. Полениться, укрзалезница. 5 сигарет, короче. Укрзалезница. Подожди. Нет, да еще ж не пришли. Нет, нельзя идти, пока не придут. Можно я еще закурю? Ну тогда Давай. город точно не хочет? Просто скоро акция это может закончиться, и никто не пойдет. Хорошо. А что, ты шантажируешь за сигареты, чтобы сказал Полиныся? Нет. Не, я спросил 5 сигарет. Ты смотри мне. А то же Женевская Ну, конвенция. просто все вот эти конвенции вы, кстати, не подписали. Не ратифицировали. 49-го года они подписали, ратифицировали. А даже не они, это походу были мы. Я теперь за это, короче, за это видео вообще, да, в Россию не возвращаться. С Почему? помощью этого видео ты попадешь домой, потому что то, что ты не звонил, ты, скорее всего, не в списках, и люди идут. Нет, я звоню, я же говорю. Ты давно слишком, и тебя почему-то не поменяли. Слушай, у вас меняют тех, кто бегает и каждый день грызет им голову и уши. И вообще всячески. Жена была
в представительстве региональном, представительстве президента. Ну так вот им этого мало. Она пришла, ей сказали, хорошо, дорогая, все. И все, понимаешь? А они на обмен подают... Хорошо, ты же уже все не Нет, да, пишет, не я пишет. как скажу. Жене не стал звонить, почему? Потому что жена сейчас начнется ругаться матом. Она была против этой армии, да? Конечно, она начнет ругаться Ну, матом, да. говорить, что это, и все. Просто, когда я разговаривал с ней по телефону в присутствии СБУ, снимали тоже на видео, и там они просто смеялись, как моя жена Не дал нам нормальный контентище записать. Понимаешь, был бы это хайп. семья. Неизвестно, кто потом после этого видео придет ко мне домой. Ты понимаешь, Правильно? какой у вас бред происходит? Вы боитесь того, что будет после плена у нацистов. Это Не вот- в плену у нацистов, да, а после плена. То есть, ну как капец какой-то. Чтобы я То есть хуже не тут ты говорил. уже не боишься, что тебя сейчас могут нацисты пойти, повести, пытать. Но Ты думаешь, что что будет, когда ты вернешься Я- туда? Все равно я об этом думаю. Так кто нацист? Сейчас, не дай бог, сюда начнет прилетать, какой-нибудь охранник, крыша поедет, там семью, не дай бог, его зацепит. Фу-фу-фу. Возьмет пистолет и просто зайдет в камеру и застрелит. И что, он не прав будет? Прав будет. Ну так, как бы извините, знаешь, Не, сколько у нас я- тысяч человек погибло? Нет, потому что... Вы убили, не погибло. Потому что боюсь я или нет. Поэтому страх все равно присутствует. Так это ж бред. Ты не кричи. Там видеоконференция у кого-то идет. Марил. Тише разговаривай. Вон бумажку, если хочешь, можешь закрывать. Только я дежурного найти не могу. Его так могут никогда не забрать. Да. А если увидишь там, то скажешь, что мы закончим. Спасибо. Сейчас таки будет, как я говорил. Блок сигарет будет. Так не курит. Это же специальные суперсигареты, которые мне купили. Потом приедет, скажет, журналисты заставляли. Суперсверхсигареты. блядь. Их можно переименовывать уже. Красный Крест пришел, говорит, сигарету будешь, если даже ты, говорит, 100% не курил, закурил уже здесь. Красный Крест, говорит? Да. И давали сигареты? Да. Красавчик. Красный Крест, по идее, наоборот, за медициной. Ну, 2 сигареты дал. Я тоже за медицину, так что мне теперь ему курить не давать? Походу, не то подцепил. За медицину. Да, ну, вторая армия мира. Это нормальная история. А, не, ну слушай, биолаборатории, сам понимаешь, страшная херня. Что вы мне можете рассказать про украинских боевых гусей? Я их видел. Да ладно! Да? Мы с ним стояли, окоп копали, и там Виталик один из разведчиков. Там утки летят. Он говорит, отвернитесь. Шутку. Я говорю, а что такое? Облет делают. То есть у вас тоже с этой гонят, с этой темы, да? Получается. Или вы всерьез типа верите? Ну, Да нет, конечно. я просто не узнал, удивился бы. Ну. Как это... Вот этого я знал, как это. Соловьев, а другая какая-то там. Скобеева. Я даже не знал, кто это такая. Да ладно. Да ты не из Основное России, шоу, блин, в России Да я не 60 смотрю минут. этот Типа. телевизор. Мне когда этот телевизор. Я домой прихожу, у меня дома хозяйство. В селе живешь. В селе живу. И там что-то огороды, да, там какая-то Конечно. скотина у тебя Конечно. какая-то. Газ Свиньи есть? Есть. Нет, у меня в смысле нормально дома. Как тут говорят, что там средний пол. У меня дома кирпичный дом, асфальт на дороге, нормально все. Не, ничего никто не говорит. Люди разные рассказывают. Но в том же Краснодарском крае, получается, там какие-то газифицированные дома, какие-то не У нас газифицированные. газ везде. Ну, то есть, это ж то, что рассказывают люди, я не знаю. Короче, голубей ты срисовал. Гусей. Еще ежиков видел. Ежиков? Боевых ежиков. Военных? Ну да. Флаги повставляли. Нет, тебя менять нельзя. Они минируют. Танки. Тебя менять нельзя. Много видел, да? Ну, конечно, ты сейчас поедешь, Шойгу на реформе А еще расскажешь. и Бендера автомобиль. Видел? Тоже? Бендеромобиль. Бендера мобиль. Да. Ну, Таврия. Таврия, нет. Это, Ну, мы с Димоном это сидели. оскорбительно. Не, мы с Димоном сидели, он говорит, Таврия, Таврия. Я говорю, что, не знаешь, что такое Таврия? Он говорит, нет. Его вывели, показали, то, боже, это 8. Говорит, какая 8? Это Таврия. Ну, они похожи чуть-чуть, да. Не, А менять Димон это кто? Шандарин. Шандарин. А, это Шандарин. Менять нельзя, короче. Не, пропадет, пацан. Боевых густей. Ежиков видел, гусей видел. Боевых гусей видел. С разведчиками дружит. Бандеровцев видел, бандеромобили видел. Не на камеру скажу честно, что я с этими ленивыми пообщался после вот всего. С какими? Вот, у которых мы жили.
Ну, надо было телефон попросить, мы не знаем, кто это. И мы. Есть контакты. Есть контакт? Есть контакты у жены. ФСБ сразу приедешь, доложишь. С СБУшниками нашими после войны были? Или С кто? разведчиками. Разведчик. А, Вот то в том разведчик. отряде, который... Нормальные пацаны были. Не, он говорит, что жене с СБУ где-то там звонили. Или я неправильно что услышал. С СБУ я много раз жене звонил. А, ну все. Морпехи вообще говорит, на, хочешь звони. Ну, морпехи были в том селе. Нацисты. Не Заставили курить давали? Конечно, по пачке. Да ты, короче, реально по пачке сигарет. Ты в наручниках ходил? Первое время завязанные были, глаза завязаны, а потом просто передвигались. Если они окопы копали, в каких наручниках они окопы копали? И вот когда Так там червяки боевые мониторили эту первое ситуацию. время мы в подвале жили, потом там рядом с курятником поселили. Ну, закрывалась, естественно, дверь. Но уже в конце, мы когда ехали, вот так, Honda CR-V, они впереди ехали, так автомат лежал. Смог схватить и... Легко. Ну, а смысл какой? Там, Они тоже говорят, хочешь иди. ну, ничего не получилось у тебя, потому что у нас на автоматах детектор пальцев. Да-да. АК-40. Современный натовский, ты что? И пули в своих не стреляют. Они чуть разворачиваются и назад. Который даже приклад не складывает. Это ж те, которые боевые гуси отправляют. Нейросигналами из мозга, короче, посылают. И славян просто всех, именно славян. можно. Знаешь, что тебе разрешали Что с бурятами им окоп делать, я никак копать понять не и могу. лопату дали? Потому что боевые червяки наблюдали. Если ты что-то не туда, сразу. Конечно. Они вообще облучают. А кроме шуток, так вообще что по обмену вы не в курсе? Ваши срывают обмен. Наши скрывают. Да. Но они пытаются втюхать нам вместо нормальных этих самых, вместо нормальных наших военных, они там в Мариуполе. Короче, Мариуполь, да, что было? Они сделали такие условия, что людям некуда выйти, кроме как в Россию. Это называется гуманитарный коридор. Понял? Ну, вот Мариуполь бомбят, а людям что? Ну, им говорят, вот вам гуманитарный коридор, но он ведет в Россию, короче. Тем ничего не остается делать, они выходят в Россию. Там даже были такие случаи, когда детей с родителями разделяли. Детей отправляли в какие-то эти самые приемные типа семьи, а там есть профессиональные приемные семьи, которые на этом бабки зарабатывают. А родители в какую-то резервацию. Короче, тех, которые вышли в Россию, но остались при проукраинской точке зрения, ну их же там тоже допрашивают, они их пытаются вместо вас выдать за военных. А наша сторона говорит, подождите, вы что уже гражданскими торгуете или что? Давайте нам военных на военных. А с военными, с нашими, они там делают вообще кино. Ну вот мы записываем, да, вот эти вот ролики. Ну у нас типа какие ролики? Мы сели, поговорили, обсудили. Сначала доказали вам, что это ролик добровольный. Потом вы что захотели, сказали, что не захотели, не сказали. Ну так? Да. Ну да. А они, короче, выстраивают всех наших, собирают в одном этом самом, там, в одном лагере, собрали всех, построили такие, типа, смотрите, вот это вот малая часть, типа там, ну там человек 300-500 может быть на Ну, видео. пленные все равно есть. Есть, конечно, их много есть. Вот это вот малая часть, их очень много. Они там всякие цифры называют. Там. То они 100 морпехов наших взяли в плен, то потом 200. Завтра уже 2000, короче. Я говорю, чуваки, берите, блядь, берите больше. 100 тысяч наших взяли в плен. Говорит, давайте уже по-крупному. 100 тысяч наших взяли. Но кино они с ними снимать хотят, показывать. А менять не очень. Понимаешь, в чем прикол? Они их там пытаются судить, короче, там, осуждать, 40 им какие-то там навешивают. Ну, такое. А нам пытаются типа мирных дать. Короче, рыбку съесть и так. Понятно, и Да. не уколоться. А в мире вообще что творится? Просто телевизор показывал, ну я не полностью понимаю, что говорит. У нас есть один ДНР, но с него переводчик плохой. Вообще на фронтах что происходит? Короче, Да, воюют на линии соприкосновения, тяжелые бои жесточайшие. Гибнут люди каждый день. Лузин это второй лежачий. В гипсу. Там нормально. Да. И там большая хата, 16. А как же? А тот Лузин? А тот другой какой-то, их же два. Ну, це русский И он Владислав Владимирович. Мы не Оба общались. Лузина и оба военные. А Ой, есть и еще оба Никита- российские. Еще есть Никита. Я в Днепре был с Никитой Лузиным. За второго я не знаю, знаю, что... С этим, Я спросил, он общался, он каждый не общался.
Ну, то ведите, вот тогда что Он же. лежит, он гипсу. А второго что не привезти сюда? А второй общался с нами? Второй на Владислав костылях, Владимирович. если Никита, На то костылях на тоже был Никита. Так, а у него фамилия Лузин разве на костылях? Не проверь. Нет. Может, есть просто еще один на костылях? Сколько их здесь на костылях? Мы только что были у Семибратова, который, Да, да. да, перед ним. До этого был самый первый сегодня снайпер был Шатравин. На костылях. костылях. Шатравин. Ну, просто вот що Лузин, у нього нога повністю у гіпсу, його носить. Він сам не продвигається. Вот давай, короче, А второй? Лузин. А Ходит? второй не знаю. Ну, я спросив, Слушай, давай, можешь, если не тяжело, приведи второго Лузина, чтобы мы здесь разобрались, кто такой второй Лузин. Если он у нас на интервью не был, и если он не ДНРовец, приведи его, пожалуйста. Может быть, может просто два, может быть. Просто тот Лузин, который был со мной в Днепре, он на костылях тоже, и у него было видео еще там в Днепре. Понял. Вот такой был. тому що не знаю, так? да, да. Ну, приведи его, да, все. А он ушел где-то. Так,